Представители знака зодиака Рыбы, рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что откроется? Что прояснится в октябре 2024 года? И нужно сказать, что в течение осени мы можем пересматривать, как и контракты, договоры, все то, что на бумаге, все то, что юридически или брачное соглашение. Поэтому допустить альтернативный вариант в нашем меняющемся быстром мире всегда определенно есть смысл. И поэтому наш не совсем обычный расклад. Мы первую карту достаем, и такой будет звучать вопрос. Что вы вычеркнули, мои дорогие рыбы и рыбки, уже из своей жизни? Или вы уже согласились с чем-то, что нет продолжения, а оно возьми да вернется? В чем мы думали, что поставили точку, а оказалось и не точка вовсе, а запятая, а то и многоточие. Какая правда откроется? И что вам в связи с этим нужно знать? Что меняется? Меняется вокруг вас или вообще перемены в вашей жизни? И что заставляет где-то измениться вас или меняет вас? Вынуждает, может быть, где-то принять во внимание? Знаки высших сил или знаки судьбы, что вам хотят передать высшие силы, для чего, может быть, все это было нужно, и какие возможности откроются. Достанем карту «Совет», может быть, как действовать дальше. Давайте раскроем карты и узнаем, что же вы могли уже поставить в чем точку или вычеркнуть из жизни. Девятка жезлов – это у нас всегда карта, когда мы обособляемся, держимся немного сами по себе и несколько насторожены. И действуем только в двух случаях: либо нам что-то угрожает, либо не упустить возможность. Может быть, это вы так, где-то отказавшись после той или иной сложной ситуации, где вы вынуждены были действовать в одиночку или из какого-то создавшегося достаточно сложного положения выходить, и это как будто было совершенно необходимо. Но этот период жизни научил вас где-то держать марку, себе не вредить, и, может быть, даже более того, в согласованности ваших действий. И опять же, когда вы надеялись только сами на себя, вы от чего-то словно отгораживались или старались уйти от решения каких-то вопросов, мои дорогие, где-то основываясь на собственном опыте. Но теперь вот та ситуация, или это в целом нам говорят карты, что хотелось как раз уединиться, или, может быть, хотелось, может быть, и период у кого-то вот этого уединения действительно был, и дистанции не в один день и не в один месяц. Но, видимо, теперь может сложиться такая ситуация, ставя вас перед выбором. Может быть, я снова, словно отшельник, замкнусь в себе или закроюсь, потому что обстановка достаточно сложная, или ко мне вернулись какие-то проблемы или вопросы, которые похожи на вот те, что были прежде. Но я не готов или не готова с ними как-то взаимодействовать. Некоторая растерянность, как будто перед тем, как вы выходите на авансцену. Ну давайте, что же это за многоточие или запятая? А действительно, по двойке пентаклей это мы отстраиваем какой-то новый диалог или способы диалога, способы взаимодействия с миром. По двойке пентаклей, когда мы должны как раз принимать все новое. И оно идет совершенно не в той концепции, как мы это предполагали. Я хочу немного раскрыть, потому что карты достаточно мелкие. Но вот это желание так вот как-то уйти в тень, скажем, или за кулисы, оно может вернуться. Это вот вы думали, что да, с какой-то ситуацией, когда я был сам по себе или сама по себе, я уже простился или простилась. А нет, тут как раз либо через контакты с людьми, и просто у каждого по-своему, либо это контакты в социуме, у кого-то это может касаться и контакты с близкими людьми. Чего это вообще? Пусть нам карты раскроют. А вы знаете, здесь как будто вы проходите своеобразный как переход
между прошлым и будущим. Колесо. И вы должны действительно, чтобы организовать свою жизнь, расставить все по местам. И уж точно не замыкаться в себе. Вот, наверное, основная задача. Когда выпадает колесо фортуны, это удача, это успех в будущем. Но мы должны, помимо того, что мы держим эту рулетку судьбы крепко в своих руках, мы еще должны чего-то не упустить. Дорога к свету, так называется эта карта. 20-й старший аркан, еще один. Карта страшного суда. И когда мы избавляемся от боли и страданий. И даже если что-то вам напоминает, поверьте, тогда по всем картам, выпавшим, я могу с уверенностью сказать, словно вы привнесли в свою жизнь много сомнений, мои дорогие. И именно сомнения вам мешают. А реальная обстановка, она как раз совершенно противоположна. Это мы спросили. Это то, что вы, как видите, вы уже вычеркнули какую-то прежнюю обособленность, а теперь опять захотелось замкнуться в себе. Или мы в чем поставили точку, в каком-то общении или в нашей модели общения. А теперь мы не понимаем, что делать. Либо ту же модель продолжать, либо новое нам еще пока неизвестно. Так вот, новое что-то совершенно. Да, и это действовать как-то по-другому. Вообще приглашают вас не то что обособиться, а дорогах света. Это когда новые возможности. Но это еще период перехода. Это как порог. И нам еще нужно переступить, что нас там ждет. Мы еще пока не знаем. Это как что-то новое. И по пятерке пентаклей у кого-то могут проиграться в первую очередь. Вот возвращаются те вопросы, которые связаны с жильем. Или конкретно вопросы, связанные вот дом, где я буду, мое место проживания. Или деньги. Откуда ко мне сегодня приходят деньги? Или приходили прежде? И откуда они будут приходить завтра? У кого-то именно финансовая ситуация может напоминать какой-то возврат назад. Может быть, те люди, на которых вы рассчитывали или которые вам помогали, здесь какая-то парадигма тоже меняется. Планы, может быть, у людей меняются. И тогда вот эта двойка пентаклей, как будто были деньги из двух источников, а теперь только из одного. И я сел и думаю, что дальше. А это словно судьба вас так к вашему самовыражению подталкивает, чтобы вы сделали какое-то для себя важное решение. Или, мои дорогие, у кого-то финансовая грамотность пересмотрели, или свою вообще какую-то политику финансовую. Это тоже будет для вас актуально. Тройка чаш, тем не менее, карта праздника. Карта какого-то у нас цыпленок или утенок скорее рождается. Рождение чего-то буквально нового. И в связи с этим праздник. Это новые возможности. Все карты нам говорят об этом. Для того, чтобы вот эту пятерку пентаклей поменять как минимум на тройку чаш. Больше оптимизма добавить, это точно. Не добавлять себе какой-то ненужной философии. Принять то, что есть на самом деле в реальности. Какая правда откроется. Принцесса жезлов. Да, мы могли ждать где-то помощи, или мы могли ждать от людей большего понимания или отклика. Может быть, был конкретно какой-то человек, которого вы ожидали. Служанка в ожидании, вот так называется эта карта. И понятно, мы не должны на кого-то надеяться. Это первое. И вот этот период ожидания, он должен закончиться. Опять же, есть какая-то реальность. И для чего вам это нужно, или что важно вам знать, мои дорогие. Карта умеренности. У кого-то финансовой умеренности, или пересмотреть финансовые дела, вопросы. Они могут совпадать и с местом вашего жительства, или распределить как-то ваши доходы. Терпение, нам говорят, у тебя новый порядок отстраивается, и поэтому это не произойдет быстро. Поэтому примите во внимание, что некоторые вопросы – это как себя организовать. И пока мы еще впишемся в этот порядок, новый какой-то, это ведь тоже определенный период должен пройти. Давайте раскроем. Чего это касается, принцесса жезлов? Вы правда какое-то ожидание, карта ностальгии. То есть правда открывается такова, что вполне вероятно, либо это связано с человеком, у кого-то откуда к вам приходили деньги, или, может быть, посредством чего, кого, или какие-то платежные системы. И, в принципе, ведь правда,
для многих как раз сейчас и меняются электронные системы, формы расчета меняются. И здесь как-то нужно вписаться в новый алгоритм. Именно вписаться. Сколько ни ностальгируй, а жизнь меняется и заставляет буквально нас измениться. Поэтому отчасти терпения, ну и не должно быть страхов, снова нам говорят. Посмотрите, две очень похожие карты, как девятка жезлов, так и девятка мечей. Это девятки, две. А 9 по нумерологии – это преддверие перемен, то есть вот-вот и уже новый цикл. Поэтому не создавайте себе, повторяюсь в очередной раз, ненужной философии. Не ищите черную кошку в темной комнате. Вы ее там не найдете, вы словно сами себя можете запутать, понимаете? Здесь действительно нужно перестроиться. И словно вам вот такая перезагрузка, она как по судьбе карта Иерофанта. И помните, наверное, тут у вас должно быть все предельно открыто, прозрачно, понятно. Вы сами для себя какой-то порядок должны установить. Именно вы сами какое-то правило регулировки в вашей жизни. Мы по карте Иерофант организуем что-то. И, безусловно, у кого-то это совпадет с подписанием важных документов или организацией своей жизни, но это тоже будут вовлечены, возможно, какие-то важные бумаги. И мы должны это все делать по регламенту, по закону, с учетом, может быть, и традиции. Это карта традиций, но это карта смены статуса. Вам предстоит поменять статус. Вам предстоит какую-то важную миссию совершить, мои дорогие рыбы и рыбки. Но некоторый переход потребует от вас внимания. И, понятно, быть уверенным в собственных силах. Вот вы как будто, знаете, у вас траектория, если выпал аэрофант вам, то говорят, и траектория у тебя прописана. От тебя только самому себе путаницу не создать и больше терпения. Какая-то ситуация внешняя, она сама выровняется. Или то, что вам возвращается в виде конкретных людей или каких-то обстоятельств, значит, как будто это именно вам может быть необходимо в будущем. Или сейчас требует, чтобы вы что-то, мои дорогие, прояснили. Что же меняется? Вообще ваша карта, карта любящего человека, королева чаш. Что меняется? Могут и какие-то перемены, кстати, мои дорогие рыбы и рыбки, не лично вот в вашей жизни проходить, а перемены среди ваших близких или партнера по браку, или с кем вы проживаете. С ним могут быть перемены, но каким-то образом они влияют на вас и тоже создают вот какие-то сомнения. Или когда уходят пустые ожидания, вот, кстати. И ваша роль или большая значимость как раз формироваться начинает. Ну, мы разных возрастов меня смотрят, мы все разные, в разных странах, и поэтому у каждого обстановка какая-то своя. Но если мы говорим, что меняется, это вы ведь, это ваша карта. Вы сами меняетесь. Именно потому, что нужно адаптироваться к той ситуации, которая есть. Чего бы тут ни касалось, у кого-то это может быть как смена статуса в плане личной жизни, мои дорогие. Или возврат, может быть, по личной жизни каких-то людей из прошлого. Может быть, мы прежде не поняли друг друга. И вот так вот, как забором, отгородились, да, таким аллегорическим. И вели какой-то уединенный образ жизни. Не хотелось ни видеть никого, ни слышать, ни какие-то разговоры продолжать. Но если словно по судьбе у вас выпадала карта Иерофант, вам действительно эти отношения, то люди возвращаются. И важные разговоры вы сумеете совершить и понять друг друга, потому что дорога к солнцу. Вы сами меняетесь, и это для вас не просто как по иерофанту миссия, а еще и действительно дорога к солнцу. И не на вторых ролях быть, но и не в каком-то обособленно замкнутом пространстве. Вот как-то так. Хорошо. Подсказки высших сил, что вам хотят сказать? Ну, в первую очередь по королю мечей. Это все то, что мы, опять же, оформляем юридически правильно. Документы у нас все в порядке. Когда мы действуем по закону, это карта статусного человека. Одновременно это карта жесткого человека, но это еще и авторитетный человек. У кого-то это может быть буквально как закон и власть. То есть и как человек авторитарность может в себе носить такое значение, так и сама по себе
ну, как бы обстановка вокруг, когда мы на нее не влияем. По этой карте может быть такая ситуация, когда у кого-то нужно разобраться буквально со своим здоровьем и не сидеть в догадках, к примеру, да, или додумывать самому, а пройти обследование, врачи проходят. У кого-то обратиться, может быть, к стоматологу. Вот и буквально так в октябре может сложиться, что пришло время даже разобраться с собственным здоровьем. По этой карте идут еще и люди, работающие с металлом. Это, к примеру, вы можете обустраивать дом и приглашать специалиста. Это могут быть и юристы, и адвокаты, когда вам нужно четко сделать что-то по закону и знать, как закон работает в отношении вас. Могут быть и люди конкретные, которые рождены под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. И, может быть, было какое-то сотрудничество, когда вы где-то были на вторых ролях, понимая роль такого, ну, достаточно властного, но и в то же время авторитетного человека. А теперь вот взаимоотношения с ним меняются, или у человека что-то меняется, и вам нужно пересмотреть, что это будет дальше. Но какое-то ожидание, оно заканчивается, все. И период более активных действий. Какие же возможности? Вам придется чему-то учиться. Это карта марафонского забега, лет на 10-20. Мы готовы учиться, как рыцарь Пентаклей, поэтому он едет медленно, один из самых медленных рыцарей. Тем не менее, это движение, вверху аркан умеренности. Поэтому в очередной раз терпением и, знаете, будьте добры сами к себе, к собственной душе. Это будет важно. Себя не подгонять сверх меры, не пришпоривать себя, а жить в каком-то своем для вас очень важном ритме. У каждого свои ритмы, и это важно для того, чтобы, когда мы словно, вот как есть для, кто водит машину, тот со мной согласится, говорят, нужно ездить со скоростью своего ангела. И вот эта скорость, пусть мы не на машине, пусть мы пешком, это, в принципе, двигаться по жизни нужно со скоростью своего ангела. И поэтому слушайте своего ангела, слушайте свою интуицию, ведь умеренность – это еще и карта внутреннего баланса. Пожалуй, это самое главное, от чего вам стоит оттолкнуться. У кого-то дальнейшее изучение, которое приведет к смене статуса. Когда или курсы вы проходите, или вы действительно в учреждении образования учитесь, а кто-то права получает, ну кто знает. И значит, вот эти все знания вы переложите на практику, и в последующем вы сможете на этом сделать деньги. Давайте я немножко поясню, раскрою. С чем это может быть связано? Это может быть и любовная история, это может быть вот такой близкий человек, который, как я уже сказала, где-то жесткий, где-то и надежный. Вот есть и такой момент. Есть то, что, да, вот нужно пересмотреть либо по взаимоотношениям, либо я могу предположить, у кого-то была прежде именно любовная личная история, а может и проигрываться развод, кстати. Или какая-то еще ситуация, может быть, развод состоялся, но есть еще не закрытые вопросы. Или по документам кто-то наоборот надумает, может быть, выходить замуж или жениться. И здесь вы тоже что-то будете продумывать отчасти. И по вопросу документов или каких-то возможностей, или взятия обязательств. Вот и такой тонкий нюанс может быть. По двойке чаш мы всегда можем со всеми договориться. Поэтому если вот с таким королем мечей несговорчивым вам нужно договариваться, у вас это получится. Семерка мечей. Вот такое обольщение. Мы ведь знаем, что семерка мечей – это у нас карта хитрости, ловкости. Или вот таких людей, которые могут быть в подобных энергиях. Когда нас могут обольщать или говорить те вещи, которые нам приятно слушать, а на самом деле реальность другая. По этой карте называется она очень интересно «Опасные волшебницы», потому что, да, нам показан молодой человек, который стоит со своей избранницей. Избранница, она глаза закрыла, она ничего не видит. Вот вы не можете на что-то закрыть глаза.
А он-то как раз видит, он уже уставился на эту красотку, и она всем своим видом с павлиньим пером привлекает к себе взгляд. И здесь какие-то чьи-то интересы, завуалированные цели или какое-то, ну, своя хитрость. То, что находится в тени, то, что невозможно рассмотреть. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие, карта говорит, ты должен быть аккуратен в своих связях, в каких-то контактах. Потому что тебе может быть подано что-то как любовь или что-то прекрасное, а это будет чья-то игра. В целом вам чью-то игру придется разобрать. И, может быть, не уходить от этой игры по девятке жезлов, когда мы ведь говорили, хочется замкнуться, потому что кто-то подвел, или мы столкнулись с какой-то ситуацией. А теперь мы понимаем, что, жизнь нам и еще подобный урок. На стойкость, выдержку, и мы должны пройти этот экзамен, чтобы окончательно для самих себя понимать и уметь, может быть, различать, где какие хитрости, коварства, а где искренние отношения. И это подсказки высших сил, мои дорогие такие. Работай, у тебя все получится. Или одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. У кого-то вот такая ситуация, когда вроде поманили, что-то пообещали, а потом не сдержали слова. Или вы выполнили какую-то работу, а вам она никаким эквивалентом не вернулась. Значит, нужно сделать выводы какие-то, идти дальше. Что-то должно быть продолжено. Вот основной, наверное, посыл всех карт – вы не должны замыкаться. Но и на вторых ролях, повторюсь, быть тоже нельзя. И что же в итоге? Мне интересно. Неожиданно. Признаюсь, мои дорогие рыбы и рыбки. Ну вот какая-то перезагрузка у вас совершенно необходима. И тут будет важно, как с одной стороны, чего-то не упустить, но и не сглупить тоже. Давайте карту совет. Карта силы. Вот так формируется ваша сила. Уходят наши страхи. Избавление от страхов. Поэтому вот этот сложный, может быть, период какой-то вы должны были пройти, прежде чем вы с чем-то очень важным определитесь для самого себя. И это все по пути к дороге как счастью. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.